Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю по многочисленным просьбам крем банановое мороженое. Готовлю я его из свежего бананового пюре. Вот такой плотный крем у меня получается. Он очень и очень стабильный, этот крем, потому что банановое пюре я буду уваривать перед этим. И вот так вот он прекрасно держит форму. То есть я двигаю вот этой тарелочкой, вы видите, у вас на глазах. Абсолютно он никуда не течет, не плывет. И этот крем абсолютно без всяких загустителей у меня, без желирующих средств и тому подобное. Крем я сейчас буду готовить в данном рецепте на торт 16 сантиметров в диаметре и 10 сантиметров в высоту. То есть если вам нужен более большой торт, берите крема в 2 раза больше. Итак, что мне для этого понадобится? Во-первых, банан. Банан у меня здесь очищенный без кожуры, 140 грамм весом. Банан это вот такой вот средний, он не большой, не маленький. И вот такой вот по спелости он должен быть, этот банан. Он не должен быть переспевшим. То есть он должен быть таким плотненьким. Я его сейчас разминаю просто вилкой. Вы же его можете перебить блендером, либо же протереть через сито. Но я люблю, чтобы вкрапления банана были видны в креме, чтобы было видно, что этот крем сделан не из какого-то концентрата, а именно из свежего банана. Теперь я беру сковороду, смазанную сливочным маслом, распределяю по ней мое пюре. Плита у меня разогрета на полную мощность, то есть я ставлю на плиту, и при постоянном помешивании вот этого пюре я помешиваю так 2 минуты, чтобы выпарилась влага. У меня выпарится 20 грамм из этого банана. Не закрывая крышки. Прошло у меня 2 минуты при постоянном помешивании. Вот такая консистенция получится у нас у пюре. Видите, оно как заваренное такое получается. Вот так оно и должно быть. Оно очень ароматное, оно не теряет своих вкусовых качеств, но оно полностью у нас пастеризовалось. Из него вышла лишняя нам влага. Более 2 минут этого делать не нужно. Вот это самое оптимальное время. Я давно уже для себя сама вывела этот рецепт и давно по нему делаю. Вот сейчас делюсь с вами. Итак, я перемещаю это все в тарелку, чтобы у меня это просто остыло до комнатной температуры. Сковорода должна быть, конечно же, с покрытием, но я думаю, сейчас у всех есть такая сковорода. Итак, можно взять вот такое банановое пюре, детское питание здесь у меня. Если у вас уж нет, никак не продаются свежие бананы. Но здесь оно с яблоком, продается и банановый. И также его уварить. Но вкус, конечно, будет не совсем тот, но это на крайний случай. Если у кого нету свежих бананов, не продаются. Видите, вот настолько плотное пюре получается, без всяких загустителей. Я опрокидываю тарелку, и оно держится там за 2 минуты всего лишь. Накрываю теперь я это пюре пленкой в контакт до полного остывания, до комнатной температуры. И чтобы не образовалось просто корочки. Я отставляю это в сторону, и когда у меня пюре сейчас достигнет комнатной температуры, я уже смогу приготовить мой крем. Пюре у меня достигло комнатной температуры, я начинаю готовить крем. Продукты молочные у меня здесь все очень хорошо охлажденные. Здесь у меня 200 грамм очень хорошо охлажденных сливок, 33% жирности, 150 грамм творожно-сливочного сыра, 120 грамм уваренного вот этого пюре, пакетик ванильного сахара 8 грамм и 120 грамм детского бананового творожка. Видите, это именно творожок, это не йогурт со вкусом банана. Он очень хорошо ароматизирован. 2,9% жирности в нем. Вот в моем. Примерно 3% жирности. То есть он не обезжиренный у меня, этот творожок. Он продается во всех магазинах у нас в Германии. Также от фирмы Danone продаются такие творожки. Я думаю, что в России, в странах СНГ выбор еще больше. Здесь главное уяснить, что не нужен йогурт, нужен именно творожок. Если же у вас нет вообще такого творожка, берите обычный творог, перетрите его через сито, пробейте блендером. Итак, ванильный сахар я отправляю в дежу-миксер. Вы видите, я специально здесь не выставила сахара. Сахар здесь добавляем по вкусу. У меня банан в меру сладкий. И я сейчас, и в творожке есть сахар, я вот показываю вам. Я сейчас добавлю туда ложку сахарной пудры, так как у меня банан в меру сладкий. Если уже у вас очень сладкий банан, смотрите по своему вкусу. Видите, 1 столовую ложку сахарной пудры я добавила.
Теперь на малых оборотах миксера я просто это все перемешаю и начну уже взбивать сливки. Я увеличиваю скорость у моего миксера и на полных оборотах я взбиваю сливки до устойчивых пиков. И вот смотрите, сейчас я вам покажу уже остывшее до комнатной температуры пюре банана. Вы посмотрите, какое оно плотное сделалось, без всяких загустителей. Всего 2 минуты мы с вами его уваривали, да, на сковороде. Если же у вас двойная порция крема, вы захотите на тортик побольше это сделать, сделайте лучше это в 2 приема. Сначала один банан вот так уварите на сковороде, потом второй, иначе просто нарушится консистенция. Я вот по опыту уже своему знаю, что лучше один за другим так сделать. Также смажьте слегка сковороду сливочным маслом. Если же вам нужен постный крем, тогда маргарином смажьте или растительным маслом. Постные кремы на банановой основе я еще буду показывать тоже. Итак, сливки мои взбились. Теперь я туда ввожу на малых оборотах миксера весь творожно-сливочный сыр. Это сыр типа Альметте, Хохланд, Филадельфия. Здесь в Германии это любой фришкезе, девочки, кто живет в Германии, но не берите обезжиренный, берите нормальной жирности. И также на малых оборотах я ввожу все мое уваренное банановое пюре. И просто все это перемешивается. Теперь я включаю уже миксер на полную мощность и ввожу туда весь творожок. Либо же, если у кого-то нет творожка, вводите просто творог, уже который вы перетрете через сито или пробьете блендером. Но лучше, конечно, вот этот творожок, он дает незабываемый аромат, потому что все равно на производстве вот эти ароматизаторы, они натуральные, они очень-очень качественные. Мы их даже в кондитерских магазинах такие не можем здесь купить, допустим, вот у нас в Германии. Поэтому добавляйте, у кого есть хороший ароматизатор, добавляйте к творогу обычный ароматизатор. Ну и тогда сахару тоже по вкусу. Ровно полминуты я взбиваю мой крем до готовности. Полминуты вот с момента введения творожка вот на эту порцию, на 16 сантиметров в диаметре тортик. Если же у вас порция побольше, тогда берите, взбивайте чуть дольше это. Крем мой готов. Вот смотрите, какая консистенция у него уже сейчас плотная получается, видите? То, что вкрапление, это просто у меня банан. Это свежий банан, он там его видно. Если же вы хотите, допустим, чтобы у вас был такого желтого крема традиционно, как бы вот мы привыкли, что всегда вот эти банановые кремы окрашены, что они всегда желтые, добавьте на кончики чайной ложки, не четверть даже чайной ложки, а на кончики ее куркумы. Это у меня натуральный порошок натуральной куркумы. Но я этого делать не буду, я просто показываю для тех, кто хочет натуральным образом окрасить. Итак, вот сейчас я покажу, как я отсаживаю это именно из кондитерского мешка, чтобы таким кремом можно было украсить капкейки. Видите, какой глянцевый плотный крем у нас получается. Вкрапление черное – это банан, это натуральный банан. Это те, кто будет кушать этот торт, они сразу поймут, что это сделано не из пачечного концентрата, а именно из натурального фрукта. Итак, насадка у меня 356, огромная звездочка, именно для украшения капкейков. Просто я хочу вам показать, как плотно держит форму этот крем без всяких загустителей и желирующих средств. Итак, вот смотрите, видите, я держу этот крем. То, что черные вкрапления, это просто у меня натуральный банан. В кафе-мороженом, когда мы покупаем свежеприготовленное мороженое, оно тоже, банановое мороженое, также содержит в себе эти черные вкрапления от свежего банана. И сегодня мы так и делаем вот этот крем начиночный, именно как и в кафе-мороженом. Да? Вот такая плотная консистенция, бархатистая, вкуснейший крем, очень-очень ароматный и очень-очень вкусный. И торт я хочу собирать с этим кремом. Также там будет в торте карамелизированное яблоко, я вам покажу уже в следующем видео. Очень удачное сочетание, я уже давно готовлю такую именно начинку и поделюсь тоже с вами. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.